Всем привет! Сегодня сплетем с вами короб обычный. Ничего там такого сложного не будет в нем, но будет донышко у меня из ДВП 3 миллиметра. Значит, размеры у меня здесь должны быть точные. То есть я брала в учет дно само, да, у меня должно быть 45 на 35. Само донышко из ДВП я вырезала размером 44 на 34. 1 сантиметр я оставляла на то, что у меня здесь будет валик. И, ну, естественно, на загибку. Загибка у меня тоже будет розга из 5 трубочек. Вот, на такое изделие потребуется около 800 трубочек. То есть, ну, в принципе, у меня выходит не больше. Теперь трубочки у меня из полосы 8 и 7, спица 1 и 3, длина трубочек 30 сантиметров. Высота, забыла сказать, короба будет 30 сантиметров по высоте. То есть общее готовое изделие 45 на 35 и 30 сантиметров по высоте. Вроде бы все сказала. Расстояние между стойками здесь я делала, в принципе, на глаз, но ориентировочно у меня должно выходить где-то 2,5. Потому что у меня узор будет там интересный такой ситец. Вот. Поэтому мне там нужно было, чтобы расстояние между стойками было чуть-чуть такое пошире, будем так говорить. Не сильно, но, во всяком случае, пошире. И так как у меня здесь будет валик, то тут особое широкое расстояние между стойками делать нельзя. Почему? Потому что будут видны проплешины между стойками в самом валике. Так, ну, вроде бы все сказала. Теперь приступаем к нашему валику. Трубочки у меня окрашены в белый цвет. Ссылка я оставлю в описании, как я их красила. Итак, приступаем. Значит, что мне нужно для того, чтобы получался у меня, ну, как бы, хороший валик? Ну, во-первых, я трубочки буду вставлять постепенно. Здесь нужно сделать мне чуть расширение, потому что при покраске где-то что-то западает, затекает, поэтому лучше, конечно, тоже делать немножко такое расширение. Вставляю тупым концом вниз, потому что дальше я буду наращивать эти стойки. И мне нужно... Они мне, по сути, особо сейчас погоду не сыграет, с какой стороны я буду вставлять. Ну, вставляю тупым для того, чтобы валик и с обратной стороны был тоже красивый. Так, заводить буду за пятую. Делаю все при вас, видите, сразу расширяю отверстие, потому что когда красила, все-таки краска туда затекает. И я помогаю себе, будем так говорить, шилом чуть-чуть расширяю. Заводить буду за пятую стойку. 1, 2, 3, 4, 5. То есть завожу, как бы примеряю вот так, чтобы хвостик зацепился. Хорошо, хорошо. Вот одной рукой держу, второй затягиваю и завожу сразу сюда. Но один такой вам подсказочка, если кто-то плетет валик, когда вы отпускаете вот трубочку, да, то валик у вас ослабляется. Поэтому я беру прищепочкой, вот так придерживаю. То есть все, вот натянута она. И вот так я продолжаю дальше. Тоже натягиваю. Вот пальчиком хорошо подтягиваю в серединку. Здесь отодвинула и завела. Здесь прижала прищепкой. Дальше то же самое. В идеале, конечно, расстояние между стойками хотя бы 1 сантиметр, и тогда валик будет, ну, прям вообще. А еще, если меньше, то вообще будет прелесть. Ну, у меня расстояние такое, я не переживаю в этом. Не одно особо. Чуть-чуть. Вот так. Так, видите, затягиваю.
И вот хорошо валик ложится друг к дружку трубочки. Вот. Так, теперь у меня теперь здесь угол. Сейчас мы будем формировать уголок. Видите, плотно входит трубочка. Чуть-чуть я расширю, помогу. О, теперь легче зашла. То есть это как бы небольшая такая подсказочка. Пользуйтесь прищепкой для того, чтобы хорошо удерживать хвостик. Так, теперь выходим сюда. Теперь мы работаем с вами с углом. Придерживаю. И теперь смотрим у меня здесь. Вот так, хорошенько. Здесь. Придерживаем вот эту угловую на себя, чтобы не завалилась трубочка. Вот так. Так, теперь следующую. Смотрим, чтобы у нас все. Теперь рядышком я укладываю, вот, параллельно. Но уголочек чуть-чуть помогаю пальчиком сделать уголок. Точно так же все в натяжку должно быть. Так, следующее. Вот так. Еще чуть-чуть не хватит. Здесь нужно вставить трубочки для стойки. Вот так. Знаете, плотно заходит. Я стараюсь расширять, чтобы не сильно плотно заходила трубочка, потому что когда начинаешь вытягивать, то есть регулировать длину, то можно повредить трубочку. Вот, идем дальше. Теперь делаем здесь. Накладываем еще вот так, угол делаем. Тоже натягиваем хорошо. И теперь последнюю подтягиваем. И накладываю на угол. Вот, огибаю уголок. Тоже все в натяжку. Все должно быть хорошо-хорошо подтянуто. Вот так. И теперь наш уголок. Смотрим, вот здесь все должно хорошо. Здесь сделать расширение. Видите, трубочка должна хорошо ходить, чтобы при регулировании длины, насколько нам нужно опустить трубочку, чтобы сделать вот эту протяжку, трубочка не должна повредиться. Но я вот смотрю, что у меня сейчас вот это может плохо вытянуться. Нет, нормально. Так, теперь здесь натягиваю. Нет, еще мало, видите? Нет, трубочка уже повреждена. Все. И такое может быть, поэтому я советую хорошо расширять отверстие. О, теперь она легко вошла. И опять делаем натяжку. И прищепочкой цепляем. Вот так. Все, валик хорошо натянутый, везде уголок мы сделали. И вот так вот мы идем по кругу до самого конца. То есть я сейчас пройдусь по кругу и дойду до начала и покажу, как мы будем уже в начале закрывать. Подхожу к началу. Здесь, конечно, будет чуть сложнее, потому что прищепка уже здесь не цепляется, поэтому я придерживаю пальчиком и натягиваю другим. Так.
Очень плотно нужно все держать и хорошо вот подтягивать. Так. Следующее. Видите, чуть-чуть не хватило. Сейчас мы вот так подтянем. И вот сюда затолкаем. Так, вот туда впереди стойки. Вот. Вот так. И последняя трубочка, вот она у нас как раз место остается. Вот так. И мы должны вложить вот сюда. Неправильно вставила. Вот так. И вот сюда, вот под трубочку, вот сюда. И вот прям вот под вот эту подтолкнуть. И впереди стойки укладываем. Вот так вот сюда. Все, валик у нас готов. Оно потом все подтянется. Все, теперь мы вставляем форму. Так, форму я поставила. Форму я делала из пеноплекса. Форму я делала только тогда, ну, то есть готовила форму только тогда, когда я сделала уже этот валик, сплела, то есть все полностью. Тогда я померила от по внутренней части от трубочки вот этой вот до другой стороны. И вот так вот я сделала свою форму. Так, что теперь нужно? Теперь я начинаю плести веревочка из двух. Мне нужно проплести 5 рядов. Теперь, значит, с какой стороны я начинаю? У меня лицевая сторона будет по короткой части, а боковая часть, ну, то есть там, где длинная часть, это будет как бы, будем назвать ее изнаночная, да? Вот, поэтому я начинаю с изнаночной стороны, то есть с длинной стороны, потому что здесь у меня лицо, то есть короткое. И я беру трубочку, вставляю, просто вот вовнутрь поставила, и все. И начинаю оплетать 5 рядков веревочкой из двух. Все ряды я закрываю. Вот у нас угол. В угол я ставлю 3 трубочки. У меня должно быть в углу. Так. Вот подставляю вот так вот прям к углу. Вот, чтобы образовался типа вот такого вот, как треугольничка. Вот. И завожу, плетением прижимаю. Вот так. Вот. И вот так вот плету дальше. Все наращивания делаю за стоечкой. Вот должно быть четко на угол становиться. Вот. И вот когда плетете, сразу выравниваете стоечки, чтобы они становились ровненько на свое
место. Вот так. Вот. И вот так вот мы проплетаем по кругу. Мне нужно проплести 5 рядов. Здесь снова вставляем 2. Сейчас я сначала заведу. Вот так вот. Завожу и вставляю трубочки. Сразу их направляя четко на угол. Вот так. И плетем дальше. Я сейчас проплету 2 рядочка и включусь, покажу, что делать дальше. И небольшая такая подсказочка новичкам. При плетении угла, что нужно делать и на что обратить внимание. 2 ряда проплетаю и включусь. Я проплела 2 ряда. И теперь что я делаю? Я каждой стойке подставляю еще по одной. То есть у меня сами стоечки будут парные, то есть двойные. С какой стороны ставить, справа или слева, не имеет значения. В дальнейшем на загибку трубочки будут все стойки обрезаться и вставляться новые. Поэтому я вставляю трубочки, дополнительные трубочки так, чтобы расстояние между стойками сделать максимально одинаковым. То есть, если обратить внимание, то здесь уже, чем, например, вот здесь. Поэтому я могу вставлять либо справа, либо слева, ориентируясь на расстояние между стойками. То есть, допустим, вот с этой стороны поставлю, например, да, вот так. И с этой стороны поставлю. Вот так. То есть вы уже ориентируетесь потом, какое у вас плетение и как у вас получается. То есть какого-то там определенного правила нет. Если бы, допустим, там было все равномерно между стойками, то понятное дело, что я бы ставила бы все с одной стороны. А так как в дальнейшем все это будет обрезаться и на загибку новое, поэтому значения не имеет. Так, мы проплели здесь 2 рядочка, нам нужно 5. Здесь сейчас я добавлю еще сюда пару стоек и покажу, что по поводу угла я говорила. Да? У многих новичков есть одна ошибка. Никто на это иногда не обращает внимания. Так, разверну, вот так будет видно. Давайте я покажу. Итак, начинаем проплетать. Я прижимаю к форме. Вот так. А теперь обратите внимание на угол. Вот мы завели трубочку. Если вы посмотрите, то у нас трубочка не прилегает к стойке. Она как бы вот оттопырена, да. И если мы будем дальше плести вот как есть, вот завела, да, и начинаю дальше плести вот так. Это мелочь, но оно очень сильно видно дальше. Теперь смотрите, какая петля, или как ее правильно назвать, рядочек. Видите, здесь у меня одинаковая. И здесь одинаково. А здесь трубочка ушла в край. И получается, вот эта вот часть отличается от вот этой. Поэтому, чтобы у нас было ровные везде стежки, при плетании угла... Ой, сейчас покажу, что нужно делать. Вот вы завели трубочку, да, вам дальше нужно плести, вот заводить.
Вот эту стойку, которую вы, трубочку, которую вы завели за угловую стойку, вы вот ее вот так сразу укладываете, чтобы она стала рядом вот со стоечкой. Дальше угол. Завели. И вот одинаковое расстояние, одинаковые стежки все. Ведь если посмотреть, вот мы проплели. И видите, у нас стойка, у нас трубочка рабочая ложится прямо на стойку. Вот она где легла. Она не стоит вот так. Вот. Не ложится вот так. Она ровно ложится на стойку. Вот. И тогда вот эти вот от угла до первой стойки у вас вот эти вот стежки, они будут одинаковые. Сейчас покажу еще раз. Сейчас мы с вами вставим здесь. Я сразу добавлю. Еще раз говорю, справа или слева не имеет значения. В дальнейшем все будет обрезаться. Я просто сейчас выравниваю расстояние между стойками путем добавления вот этих вот стойчик. Это только для этого короба, который я сейчас показываю. Если же вы плетете какие-то там круглые изделия, да, то там обычно расстояние между стойками одинаковое. Поэтому нужно ставить либо справа, либо слева, в зависимости от того, в какую сторону вы плетете. Справа налево или слева направо. Есть. Все. И проплетаем дальше. Сейчас мы здесь это нарастим. Это мы плетем третий ряд. Так, есть третий. И теперь снова мы переходим на наш угол. Сейчас я сюда добавлю стоечку. Так. Есть. И здесь делаем точно так же. Завели его. Видите, как трубочка стоит далеко от стойки? Она должна лечь на стойку. Поэтому мы вот так вот раз отодвигаем. Тем самым мы будем прижимать вот эти вот части короба. Заводим. Вот. Все. И вот у нас, видите, вот ровненькие стежки. Вот. Нету длиннее или короче. То есть все одинаково. Все. То есть я проплетаю еще 2 ряда. То есть должно быть 5 рядочков веревочки из 2. И включаясь, покажу, что плетем дальше. Параллельно мы будем добавлять вот эти вот наши стоечки. Так, я сплела 5 рядов. Теперь нам нужно сплести веревочку из 3. Я подставляю еще одну трубочку. Вот так. И
начинаем проплетать. Точно так же угол веревочки из 3. Стойку сюда. Вот. Завела. И завела. Все. Вот так. Вот угол. Ровненько все. Дальше. То есть мы один рядочек проплетаем веревочки из 3. Я проплету, дойду до начала. И включусь, покажу, что плетем дальше. Так, подошла я к началу. Вот моя первая стойка, вот последняя. И закрываем, как обычно, перед 2 за 3, перед 2 за 3, и перед 2 за 3. Все. Мы все состыковали. Везде все нужно поправить. Есть. Теперь, какая ситуация? У меня, значит, следующий рисунок будет идти ситцем. 3 трубочки и догоняет 1. То есть у меня должно быть в одном месте 3 трубочки, в другом месте 1. Как в данном случае поступить? Я же хочу сделать вот что. Можно сделать каким образом? Можно завести дальше еще 1, подставляем 3, и вот у нас получается. Здесь идут 3 трубочки, вот, а здесь идет 3 трубочки, а здесь идет 1. То есть сначала идет 1 ситцем, а дальше за ней идут 3. Но мне просто чуть-чуть неудобно, что второй идет 3, поэтому это лично мне просто неудобно. Поэтому что я делаю? Сейчас тут правильно. Я завожу вот сюда. Вот так. То есть все увожу назад. То есть делаю так, чтобы у меня 1 трубочка шла второй, а первые трубочки шли 3. То есть здесь я просто подставлю еще 1 вот так. И вот у меня тот рисунок и получается. Теперь я буду ввести 3 трубочками и 1. Что имею в виду? Вот завожу вот так вот. 3. И следом будет идти 1. Вот. Но здесь мне нужно нарастить. Здесь я сейчас наращу. И покажу еще один такой небольшой приемчик в плетении этого рисунка. Я сейчас объясню, почему я буду его использовать. Вот так. И наращу, знаете, что вот эти вот 2. Вот. Сюда и сюда. Вот так. Сейчас здесь мы нарастимся. Так. Так, завожу сюда. Вот так. Сюда. Вот. Вот. Вот так вот будет. Теперь один небольшой такой подсказочка. Может, кто-то будет и дальше использовать. У меня есть апельсиновая палочка. Значит, смотрите. Для того, чтобы... вот я сейчас покажу.
Вот эта вот тройка, мы сейчас будем заводить, и мы все время будем прижимать. То есть мы будем очень сильно затягивать из-за того, что 3 трубочки идет, и утяжка угла будет сильнее. То есть очень тяжело будет потом протаскивать следующую вот сюда. Поэтому что я делаю? Для того, чтобы я сильно не затянула угол вот этими 3 трубочками, я как поступаю? Я ставлю вот сюда вот палочку, вот так. И она делает мне расстояние для того, чтобы вошла моя следующая трубочка. Вот сейчас все наглядно покажу. Вот я наклоняю, здесь вот эту вот часть придерживаю, наклоняю и завожу. Вот так. Вот. И вот трубочка свободно, вот моя палочка ходит. То есть я не затянула угол прям в середину, не будет впадины. А следующая моя, которая догоняет, легко становится назад. Вот так. Сейчас покажу на следующем угле. Здесь, конечно, по-моему, не будет. Сейчас мы дойдем, посмотрим. И следите сразу за стойками. Стойки желательно используйте вот эти, которые вы добавляете. Используйте сухие, для того, чтобы выравнивать. Здесь я наращу сейчас. Сейчас я при вас все это сделаю и все покажу. Так как у меня высота изделия будет 30 сантиметров, мне нужно понять, сколько мне сантиметров плести основной узор. То есть вот этот, который будет. Сейчас покажу, как я высчитаю. Сейчас мы разберемся с углом. Вот так, прижимаем. И теперь же здесь вот это мы выравниваем. И наращу здесь. Так, сейчас мы пройдем следующее. Вот так. Следующий угол как раз будет снова повторно. То есть тот угол будет. Сейчас все дойдем и покажу. Так. Теперь наш уголок. И я сразу завожу за следующую, то есть на эту сторону. Вот так. Раз. Вот. И здесь у меня наращивание. Но доведу вот эту сторону. Хорошо вот прижимайте к форме. Пока я плету одной трубочкой, эта рука придерживает. Дальше. Сейчас мы как раз доходим до угла. Покажу еще раз вот этот вот момент с апельсиновой палочкой. Так. Сейчас наращу. Нет. Так. Так. Мы плетем. Теперь здесь. Ну, здесь легче. Здесь одна трубочка так сильно угол не затянет. Хотя, если вы там переживаете, то можете вот вставлять палочку. Хотя, видите, вот она у меня легко ходит. Естественно, это говорит о том, что я не затянула угол. Так, теперь здесь. Итак, угол. Еще раз показываю. Вставляю апельсиновую палочку. Не надо сильно опускать ее. Вот. Эту стойку перед углом придерживаю. Здесь завожу.
Все, можно вынимать и ввести следующую трубочку. Вот. И тогда вы не затянете вот этот угол. Тогда у вас здесь не будет топорщиться. И тогда здесь у вас тоже не будет топорщиться. Будет четко, ровненько. Все. И плетем так дальше по кругу. Сейчас я дойду до начала. Покажу, как там и что там. Подошла к началу. Теперь вот у меня первая, вот вторая стойка. Завожу назад и завожу назад. Все. И желательно вот одну стоечку, первая вот от которой выходит, вот ее пометить. И все. И дальше мы продолжаем все то же самое. Вот, вот так. Здесь может быть скос, это рисунок, вы здесь ничего не сделаете, здесь закрыть ряд никак не получится. Вот как есть, вот так и плетете по спиральке. Единственное, что старайтесь все время проверять вот эту вот часть, выравнивать. Вот дошли до начала, вот тут, да, сейчас покажу. Вот, дошли вот до начала, померили, вот приподняли, чтобы здесь и здесь было расстояние одинаковое. Все, новый ряд. И пошли проплетать. Вот так. Все. Теперь возвращаемся к вопросу, сколько мне плести вот этого рисунка, да, чередуя. У меня, значит, высота должна быть 30 сантиметров. Значит, загибка я откидываю приблизительно миллиметров 5. Ну, там плюс-минус. Теперь я измеряю вот эту часть. У меня здесь 3 сантиметра. То есть 3 сантиметра, вот эти 5 рядов и веревочка из 3. Почему я их замеряю? Потому что у меня сверху будет точно такой же рисунок, то есть повтор. И потом загибка, напоминающая валик. То есть будет веревочка, розга из 5 трубочек. То есть вот, поэтому, значит, 30 сантиметров минус 3 сантиметра вот этих 5 рядов и веревочку из 3. И минус еще 5 миллиметров на саму загибку. Итого у меня получается 3,5 сантиметра. От 30 сантиметров я отнимаю 3,5, получается 26,5. Вот этот у меня рисунок, вот этот вот узор основной, вот, который будет, я должна проплести на высоту 26,5 сантиметров. Вот. У меня четное количество стоек. Вот. Здесь чуть-чуть опущу. Вот так. И мы проплетаем дальше. Трубочки, стоечки меняете тогда, меняете так, чтобы плетением закрыть стык. Все. И вот такой вот рисуночек у нас получается. Все, мы плетем столько, сколько... Я плету столько, сколько нужно. Это 26,5. Вы плетете сколько, сколько нужно вам. Сразу старайтесь равнять. Вот видите, наши стойки хорошо ходят. Можно выравнивать туда-сюда. Обязательно присматривайте, чтобы все было ровненько и четко. Все, я проплету до нужной мне высоты. Включаюсь. И, естественно, мы будем заканчивать делать повтор вот этой части. Так, ну что, вот такой вот карабулька у нас получается, такой рисунок. И теперь мы будем это дело закрывать. Значит, подошла я к началу. Вот у меня первая стойка, из-за которой началось все. И мне нужно сплести, то есть мы повторяем наш низ. Веревочка из 3, 5 рядков, и потом закрываем полностью наше плетение. Что я делаю?
Мне нужно, чтобы в работе было 3 трубочки, то есть одна у меня лишняя. Вот это вот в эти верхние 2 я их оставляю, а вот эту нижнюю вот так загну и вовнутрь мы сейчас спрячем. Вот так. И прям за плетение вот туда я опущу вот этот хвостик. Так. Вот. Теперь вот эти 2 я наращу. Вот так. И наращу еще вот это. Все. Но теперь мне нужно, здесь у меня 2, я просто одну нижнюю перекину вот сюда. Это можно наоборот. Верхнюю назад, так будет лучше. Вот. И сейчас мы просто проплетаем обычной веревочкой из 3. Вот так. Здесь можно 3 поднять чуть-чуть, спрятать некрасивости все наши. Это залипуха. Чуть-чуть вот так. Все. И плетем веревочку из 3. 1 рядок. И все, здесь нужно нарастить. То есть я сейчас проплетаю 1 ряд веревочки из 3, подойду к началу и включусь. Подошла к началу и теперь закрываю. Мне в работе нужно вставить всего 2 трубочки, поэтому я одну спрячу. Значит, беру крайнюю от себя, заведу за стойку. И вот впереди за вот между стойкой и вот этой трубочкой вот туда. Вот. И теперь вот так. И вот так. Все. Вот у нас рядок состыковался. Мы уже потом подправляю. Сейчас не хочу трогать. Все. И теперь мы плетем 5 рядов веревочкой из 2. И закрываем этот ряд. Я сейчас проплету 5 рядочков и включусь. 5 рядочков сплетено. И теперь я буду закрывать плетение. Так, ну в принципе все. Теперь наша задача. Срезаем полностью стойки. И на загибочку добавляем новые. Я сейчас это все сделаю. И покажу розгу из 5. Вот. Все, срезаю. И тогда включусь, когда уже все поставлю, покажу, как плести розгу из 5 трубочек. Срезала, вставила. И теперь начинаем плести. Значит,
Добавляю одну трубочку. Так. Теперь вторая трубочка. Так, 2 рабочие, нам нужно 5. Три рабочие. 4 рабочие. И 5. Все. Все наши 5 трубочек готово. Есть. Теперь берем, как обычная розга, берем самую крайнюю, заводим и рядышком укладываем. Вот так. Сразу срезаем. Срез я делаю вот так. Вовнутрь, чтобы он был. И идем в следующее. Хотя, в принципе, тут срез особо не сыграет, потому что широкая будет загибка. Есть. Теперь заводим и рядышком еще одну. И на углу, вот здесь, я срезаю вровень. Вот так. Беру крайнюю. Завожу. И опускаю. Вот так. Тоже хорошо все нужно натягивать. Есть дальше. Тоже все натягиваем, подтягиваем. Опускаем. Срезаем. Теперь последняя отсюда. Вот эту трубочку вот так. Сюда. И заводим. Вот. И теперь это. И так до самого конца закрываем и делаем вот такой уголок. Все, я дойду до начала и включусь. Заканчиваем нашу розгу из 5. И теперь поехали. Вот у нас 5. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот в эти места, куда мы вставляли эти резервные, вот туда мы протаскиваем наши трубочки. Так. Первая. И теперь рядышком должна укладываться следующая. Есть. Теперь вот эту коротенькую мы срезаем. Все. Вот у нас раз, два, три, 4, 5. Вот эти вот 5 теперь нужно заправить вот в эти наши места. И по очереди начинаем закрывать.
О, есть. Одна. Одна. Обрезаем. Следующая. Вот сюда. Вынимаем. Шило лучше взять, шилом удобнее вытаскивать. Так, подрезаем. И теперь следующее вынимаем. То есть таким образом мы закрываем нашу розгу из 5. И она будет напоминать нам валик, который у нас есть внизу. Так, теперь срезаем. Есть. И последнее. Нет, предпоследняя. Еще одна у нас осталась. И есть. И вот теперь у нас должна лечь вот сюда. Вот так. Вот. И сейчас мы вот сюда тащим. И здесь все нужно подровнять. Чтобы все укладывалось на свои места в виде валика. Вот так. Все. Теперь это мы срезаем. Вот такая вот коробушка у нас получилась. Сейчас я вытащу из формы. Ну вот, вот такая коробулька у нас получилась. Вот дно. И вот так. Все. Все. Если видео было полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, рекомендуйте. Буду очень рада. Станите спонсором канала. Это помогает развитию и продвижению канала дальше. Всем пока-пока. Хорошего настроения.